Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам оставшуюся часть своей коллекции японской анимации, то есть аниме. Сегодняшнее видео будет различные фильмы аниме, а также сериалы. Итак, давайте начнем. Первое, это у нас будет вот такое вот издание «Золотая коллекция японской анимации». Здесь у нас представлены 9 фильмов Хаяо Миядзаки, а также другие фильмы студии Гибли. Такое вот издание, такие вот фильмы представлены в данном издании. Это у нас «Ведьмина служба доставки», «Еще вчера», «Замок Калиостро», «Мой сосед Тоторо», «Втекая из долины ветров», «Наши соседи Ямада», «Небесный замок Лапута», «Панда большая маленькая», «Порко Росса», «Принцесса Мононоке», «Рыбка Поньо на утёсе», «Сказание земноморья», «Унесенные призраками» и «Шепот сердца». Такое вот хорошее издание, если хотите быстро собрать на Blu-ray коллекцию фильмов Хаяо Миядзаки. Также у меня есть такое вот издание с фильмами. Здесь у нас представлено 3 фильма Хаяо Миядзаки. Это «Навсекая из долины ветров», «Унесенные призраками» Порко Росса, а также фильм его сына «Сказание земноморья». Далее. Такое вот издание «Принцесса Мононоке», двухдисковое. На втором диске здесь представлен фильм в виде раскадровок. Как он выглядел на этапе создания раскадровок. Далее, следующий, еще одно издание «Ведьмина служба доставки». Далее, снова у нас «Навсекая». Отдельное издание. И, наконец, Хаяо Миядзаки, это фильм «Ходячий замок» на DVD в стекле. Такой вот фон сзади. Такие вот фильмы Хаяо Миядзаки есть у меня в коллекции. Далее я хочу показать сериалы, которые есть у меня в коллекции. Первый сериал — это у нас «Меланхолия Харуки Судзуми». Первый сезон. Это у нас были слипы. Вот сами диски. И первый бокс. Такой вот внутренний арт. Далее второй том. Также есть внутренний арт. Далее третий том. Харуки Судзуми.
4-й том. Также к этому изданию идет такое вот описание, каким образом смотреть, в каком порядке данный сериал. Далее идут карточки. И к этому изданию идет такой вот буклет. Где рассказывается о самом этом сериале, в каком порядке смотреть. И вопросы, связанные с каждой серией. А также здесь представлены изображения персонажей данного фильма и просто кадры из самого сериала. Такой вот буклет. Также у меня есть и второй сезон. Он представлен в более простом издании, таком вот. Данный сезон интересен тем, что здесь 8 из 14 серий имеют одинаковый сюжет, так называемая бесконечная восьмерка. И, наконец, есть такое вот исчезновение Харуки Судзуми. И с этим также идет такой вот буклет. Также есть карточки. И такой вот буклет, где также рассказывается о этом фильме, героях, актерах, облике персонажей и прочая информация. И это также есть, в каком порядке смотреть данную франшизу. Далее, следующий аниме-сериал, также известный, это «Эксперименты Лэйн». Такое вот коллекционное издание. Первый том. Далее второй том. И третий том. Здесь у нас идут с данным изданием 3 плаката. Такой вот плакат.
Далее еще один такой вот плакат. Такой вот плакат. Здесь также идут карточки. И также в этом издании идут 3 буклета. Такое вот коллекционное издание данного сериала. И, наконец, последний сериал. Это у нас сериал «Беспокойные сердца». Первый том серии с 1 по 4. Далее второй том серии с 5 по 9. И «Беспокойные сердца», третий том. Здесь у нас серии 10 по 14. И к каждому тому идут небольшие буклетики. Первый том. Еще информация, изображение главных героев. Далее второй том. Здесь у нас главные герои 3 года спустя. И главную, одну из героинь здесь зовут Харуко Судзуми. Харуко Судзуми. И том 3. Здесь показаны у нас персонажи второго плана. Такое вот издание «Беспокойные сердца». Далее, по последнее издание с карты с дополнительными примочками. Это у нас девочка, покорившая время. И фильм Мамору Хосоды. Здесь уже другое изображение. И к данному фильму, аниме-фильму, идет такой вот плакат. И такой вот буклет с арт-галереями фанов данного фильма.
такое вот издание. И остались у нас просто фильмы. Еще один фильм Мамору Хосода «Летние войны» на DVD. Далее фильм «Корабль-призрак». Далее фильм «Сказки Андерсена». Следующий аниме-фильм «Остров сокровищ». Далее «Возвращение кота в сапогах». Далее «Приключения Гулливера в космосе». Следом «Тара, сын дракона». И, наконец, последний фильм. Это у нас «Кругосветное путешествие кота в сапогах». Такие вот аниме-фильмы и аниме-сериалы есть у меня в коллекции. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Надеюсь, вам оно понравилось, это видео. А на этом все и пока.